Американский ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива у побережья Омана во время патрулирования. По данным американских властей, оба члена экипажа были оперативно спасены в течение примерно 2 часов и находятся в стабильном состоянии. Серьезных травм не зафиксировано. Инцидент сразу вызвал противоречивые версии произошедшего. Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что вертолет был сбит иранской стороной, и подчеркнул, что Соединенные Штаты в силу необходимости должны ответить на это событие. В его заявлениях также отмечалось, что экипаж был проинформирован о происшествии, а пилоты остались живы и не пострадали, однако сам инцидент он назвал нападением. С иранской стороны ВМС Корпуса стражей Исламской революции заявили, что вертолет был поражен после того, как, по их утверждению, он проигнорировал предупреждение и был обстрелян с катера. Таким образом, Тегеран представляет инцидент как реакцию на игнорирование предупреждений в зоне повышенной напряженности. При этом в США официальные структуры занимают более осторожную позицию. Пентагон не подтвердил и не опроверг версию о поражении вертолета огнем, а Центральное командование, CENTCOM, заявило, что причины происшествия находятся в стадии расследования. Таким образом, вокруг инцидента сохраняются разные трактовки. От технического крушения до версии о целенаправленном поражении, на фоне чего политическая риторика уже перешла в плоскость возможного ответа со стороны США. Из Ирана уже поступают грозные заявления по поводу этих атак. Иран ответит на американскую агрессию. Он даст однозначный ответ на действия США, о чем предупреждал еще несколько часов назад, сообщает иранское агентство Тасним. В иранских СМИ, в том числе в агентствах, связанных с Корпусом стражей Исламской революции, появились сообщения о том, что Соединенные Штаты якобы выплатили Ирану около $3 миллиардов наличными за прекращение обстрелов Израиля. По этим утверждениям, сделка якобы была реализована при посредничестве ОАЭ, которые доставили в Иран самолет с наличными средствами на указанную сумму в обмен на снижение атак по территории Израиля. Эти сообщения также получили отражение в отдельных израильских медиа, включая агентство КАН, где подобная версия была упомянута со ссылкой на региональные источники. На фоне этих публикаций в политическом поле прозвучало заявление спикера парламента Ирана Галибафа, который заявил, что Тегеран предпочитает язык дипломатии, однако способен действовать и иными методами. В его высказывании прозвучало предупреждение о возможном переходе к более жесткой линии в случае нарушения обязательств с использованием образного выражения о «лошади, которую сам оседлал», что было воспринято как намек на последствия эскалации. Позднее в израильских и региональных СМИ начали появляться сообщения о начале американских ударов по территории Ирана в ответ на предполагаемое уничтожение вертолета AH-64 Apache. Утверждалось, что удары наносятся по южным районам страны, при этом официальные формулировки подчеркивают пропорциональный характер действий. По данным Центрального командования США CENTCOM, операция была начата по приказу высшего руководства и представляет собой оборонительные и соразмерные удары в ответ на неоправданную агрессию и уничтожение американского вертолета. В заявлении подчеркивается, что цель операции – ответные действия ограниченного характера, связанные с инцидентом в районе Ормузского пролива. На этом фоне иранские источники сообщают о звуках взрывов и работе систем противовоздушной обороны в ряде районов, включая Бандар-Аббас, Кешем и Сирик. Одновременно поступают сообщения о повышении уровня боевой готовности в странах Персидского залива, которые, по данным региональных источников, усилили меры безопасности на фоне риска расширения конфликта. По последним данным отмечается, что США нанесли удары по системам ПВО и радиолокационным станциям Ирана. Также сообщается, что системы ПВО в Кувейте и Бахрейне были приведены в действие.
Кроме того, над Ираком замечены иранские беспилотники «Шахед», которые направляются к своим целям. Командующий силами Кудс Исмаил Каани 9 июня заявил о формировании так называемого «нового пояса безопасности», который, по его словам, будет находиться под управлением оси сопротивления и простираться от Ормузского пролива до Баб-эль-Мандебского пролива. Этот стратегический коридор охватывает ключевые районы Персидского залива и Красного моря и, как утверждается, создается с целью противодействия военному присутствию и действиям США и Израиля в регионе. Каани охарактеризовал этот проект как результат координации Единого фронта сопротивления, приведя в качестве примеров по сообщениям согласованные действия, включая удары из Йемена по Израилю и ограничения судоходства в районе Баб-эль-Мандеба для судов, связанных с Израилем. Таким образом, речь идет о попытке выстраивания более широкого регионального военно-политического контура влияния. Сообщается также, что подобные заявления прозвучали на фоне утверждения новой стратегической оборонной доктрины Ирана. Согласно этой концепции, любое нападение на одного из участников оси сопротивления будет рассматриваться как нападение на весь блок, что предполагает возможность коллективного ответа вне ограничений национальных границ и с потенциальным влиянием на весь региональный баланс сил. Параллельно в международной аналитике, включая материалы CNN, отмечается, что президент США Дональд Трамп с марта неоднократно заявлял о якобы близости соглашения с Ираном, утверждая как минимум десятки раз, что Тегеран готов к сделке или что она находится на финальной стадии. Однако, по данным издания, реальные договоренности так и не были достигнуты. При этом сроки потенциального соглашения неоднократно переносились от 2 недель до нескольких дней и ближайшего времени. На фоне этих политических и военных заявлений Иран также сообщил о запуске 175-километровой железнодорожной линии Миане-Ардебиль, построенной в условиях высокой региональной напряженности. Проект включает десятки тоннелей и мостов, и, как утверждается, был реализован без иностранного участия. Линия рассматривается как важный элемент транспортного коридора север-юг, связывающего Иран с Россией и усиливающего его роль в транзитной инфраструктуре региона. Израильские и иранские источники в последние дни сообщали о новой волне взаимных ударов и резкой эскалации конфликта. По данным иранского государственного телевидения, в Тегеране, Тебризе и Исфахане были зафиксированы множественные взрывы, на фоне которых армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по западной и центральной частям Ирана. Израильские медиа также сообщали, что военные самолеты продолжают операции внутри иранской территории, а в отдельных районах фиксировались пожары и задымления после ударов. Белый дом при этом подчеркнул, что Соединенные Штаты не были вовлечены в последние израильские атаки на Иран, дистанцировавшись от происходящего. В то же время в регионе начали вводиться меры повышенной безопасности. Управление гражданской авиации Сирии временно закрыло южные воздушные коридоры на 12 часов, а Ирак, Сирия и Иран ограничили или полностью закрыли части своего воздушного пространства на фоне роста угроз. Параллельно корпус стражей Исламской революции опубликовал кадры запуска ракеты по нефтехимическому объекту в Хайфе, на которой, по сообщениям, была нанесена надпись «Вы пожалеете». Это стало частью продолжающегося обмена ударами, сопровождаемого заявлениями с обеих сторон о военной решимости и праве на ответные действия. Американские источники, включая публикации Axios со ссылкой на чиновников, сообщали, что Вашингтон не одобрял действия Израиля и передавал через контакты с израильским руководством призывы к сдержанности. Отмечалось, что разговоры между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху проходили в напряженной, но формально корректной форме, при этом Израиль, по некоторым данным, не всегда следовал американским рекомендациям по деэскалации.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на этом фоне заявил, что страна будет действовать исходя из приоритета национальной безопасности и защиты населения, подчеркивая, что Тегеран одновременно сохраняет приверженность и обороне, и дипломатическим каналам. Он отметил, что Иран не намерен отказываться от переговоров, но будет жестко реагировать на любые угрозы. Сообщается также, что обломки ракет, сбитых израильской системой ПВО, падали на территорию Сирии, вызывая пожары на сельскохозяйственных землях и повреждение посевов. Это стало еще одним фактором расширения географии последствий конфликта. Параллельно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о нанесении исторического удара, который, по его словам, был направлен на предотвращение потенциальной ядерной угрозы со стороны Ирана. В регионе также фиксировались сообщения о пусках ракет из Йемена и активации систем ПВО в Саудовской Аравии, где власти пояснили тревоги как превентивные меры безопасности. На фоне военной эскалации усилилась и политическая риторика между Израилем и Турцией. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в резких выражениях отверг исторические и политические претензии Анкары, подчеркнув статус Иерусалима как столицы Израиля и отвергнув возможность восстановления влияния Османской империи. Турецкая сторона в официальной реакции прямо не участвовала в обмене заявлениями на уровне, сопоставимом с риторикой Израиля. В целом, происходящее отражает одновременно военную, политическую и информационную эскалацию в регионе, где локальные удары, дипломатические заявления и действия союзников формируют многослойную и быстро меняющуюся картину конфликта. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и Ближнего Востока.